Всем привет! Напоминаю, что в этой рубрике я кратко пересказываю прочитанные мною книги. То есть, посмотрев этот сюжет, вы будете знать о книге столько же, сколько и человек, который прочитал ее. Сегодня это роман Рафаэля Сабатини «Западня». Как и большинство романов Сабатини, книга «Западня» основана на реальных исторических событиях. Итак, начало 19 века. Европа, Португалия. Наполеон со своей армией хочет завоевать всю Европу. Португалия держится только благодаря помощи Англии. Защиту возглавляет лорд Веллингтон, мудрый военачальник, методы которого не всем португальцам по вкусу. Его офицер, лейтенант Ричард Батлер, узнает, что в одном монастыре у монахов есть запасы отменного вина. Как большой любитель вин, он вместе со своим отрядом отправляется в поход за ним. Поздно ночью Батлер добрался до какого-то монастыря, решив, что это именно тот, который ему нужен. Он постучал в дверь и сказал, что союзным британским солдатам нужен ночлег. Так поздно в монастыре дверь решили не открывать, и зря. Батлер подумал, что монахи кроме вина прячут еще что-то, и приказал своим солдатам ломать дверь. Он был пьян, потому соображал хреново. Солдаты ворвались внутрь и увидели перепуганную кучку монахов. Из этой кучки отделилась фигура и женским голосом спросила, какого хрена союзные солдаты осквернили святое место. Батлер понял, что вышла ошибочка. Это был женский монастырь. И быстро стал уходить. Будучи еще не до конца трезвым и в темноте, он врезался в какую-то статую и упал без сознания на пол. Все его солдаты уже успели покинуть монастырь и оказались на улице, где их уже ждали возмущенные святотатством жители города Тавора. Пацаны только потом спохватились, что среди них не было лейтенанта. В целости прорваться через вооруженную толпу крестьян не удалось. 3 солдат погибли на месте, крестьян погибло больше, 5. Убили бы всех солдат, если бы Аббатиса не призвала жителей успокоиться. Сержант Фланаган скомандовал 7 оставшимся солдатам покинуть территорию монастыря и город. Фланаган решил, что Батлер уже не жилец. Эта заварушка в Таворе впоследствии отразится на судьбах многих людей, не имевших к ней никакого отношения. Начальство Ричарда Батлера, узнав о его косяке, было шокировано. Виселица – это самое меньшее, что полагалось ему за такое приключение. Счастье Батлера, что его начальник был Шурином, то есть мужем сестры. Потому шансы остаться в живых хоть минимальные, но были. Из монастыря Ричард куда-то свалил, понимая, что за этот поступок его по голове не погладят. Потому еще и дезертирство на себя повесил. Шурин Батлера, генерал Амой, держал ответ за действия британского офицера перед государственным секретарем Португалии. Амой заверил, что виновника ищут и обязательно накажут. Но и монахини тоже виноваты. Какого хрена сразу двери не открыли союзным солдатам? Пацаны бы поняли, что ошиблись, и ушли бы. А так геморрой для всех. Португалец говорит, что они не одобряют тех действий, которые проводит лорд Веллингтон со своими вооруженными силами на территории их страны. Ах так, говорит Амой, тогда вы будете рады услышать, что лорд Веллингтон хочет покинуть Португалию. И тут дипломат побледнел. Как покинуть? Ведь понимал, если лорд уйдет, то Португалия останется 1 на 1 с Францией, и тогда Португалию уже никто не спасет. Что же делать, спрашивает он. Ничего? Не нравится лорду новый член вашего правительства Соуза. Ведь проблемы у лорда Веллингтона начались после того, как он появился в правительстве. Потому уберите его, и лорд Веллингтон любезно останется защищать Португалию. Единственное, чего смог добиться от Амоя дипломат, это обещание расстрелять офицера, виновного в происшествии в Таворе. Генералу это обещание далось очень тяжело. Напомню, что Ричард Батлер был его шурином. Португальцы согласились на ультиматум лорда Веллингтона.
Соуза негодовал. План Веллингтона сводился к следующему. На северо-востоке Португалии стояла армия французов. Обладая куда меньшими войсками, Веллингтон планировал заманить французов на территорию Португалии, предварительно превратив эту территорию, в безжизненную пустыню. В таком случае голодных, деморализованных французов будет легче победить. Именно собственники этих земель были не в восторге от плана лорда, а их интересы как раз представлял Соуза. Прошло 2 месяца со дня инцидента в Таворе. От Батлера все еще не было никаких вестей. Уже появилась надежда, что он где-нибудь умер. Это было бы удобно всем. Все это время генерал Амой скрывал от жены историю с братом. Но однажды португалец граф Самовал без задних мыслей в присутствии леди Амой восхитился решением генерала казнить офицера Ричарда Батлера. Пришлось все рассказать. Юна Амой более-менее спокойно восприняла эту историю. По ее убеждению, брат допустил незначительную, простительную ошибку. А виноваты во всем трусливые монахини, которые испугали своей тени. Граф Самовал, узнав, что Батлер приходится братом леди Амой, подумал, что нужно будет как-то эту ситуацию использовать в свою пользу. Тем более, что леди Амой была хорошенькой. Потому Самовал захотел ее. Он сказал, что отныне ее брату ничего не угрожает, так как он имеет влияние на свое правительство и с радостью применит его, чтобы леди не страдала. Новые персонажи. Кузина леди Амой, Сильвия Армитидж, тоже узнала о приключениях Ричарда. Ей об этом рассказал помощник генерала Нед Тремейн. Сильвия посоветовала сестре не сильно доверять словам графа о помощи брату. Леди Амой рассказала мужу о предложенной помощи графа. Генерал не поверил, что у Самовала есть рычаги, чтобы повлиять на правительство в этом вопросе, но не стал вслух высказывать свои сомнения, чтобы не расстраивать жену. Как-то вечером леди Амой вышла в сад. Она была одна. Из-за кустов ее окликнул парень в крестьянской одежде. Это был брат. В ужасном состоянии, раненый, он попросил спрятать его в доме, но никому при этом не говорить о своем появлении. В особенности своему мужу, которому она хотела сразу же все разболтать. Ричард не особо надеялся на молчание сестры, но выхода у него уже не было. Авось не проболтается. Тем же вечером в карете Юна ехала с кузиной Сильвией на бал. У Юны, как и у всякой женщины, язык чесался рассказать о возвращении брата, но сдержалась. А только спросила совета, что ей делать, если вдруг Дик объявится. Сильвия сказала, чтобы она ни в коем случае не обращалась к графу Самовалу. Единственный, кому можно было довериться, это капитан Тремейн. Юна так и сделала, обратилась к нему. Нед ей сказал, чтобы она не вздумала говорить об этом мужу, ведь тогда ему придется выбирать между семейным благополучием и честью. А он выберет честь, и брата расстреляют. Нед предложил такой выход. Нужно укрыть Дика на неделю, а через неделю корабль его друга отправится в Ирландию. Дика посадят инкогнито на корабль, и тогда он будет в относительной безопасности. Так между леди Амой и капитаном Тремейном появилась общая тайна. Из-за нее они стали больше времени проводить вместе. Генерал Амой видел это и с каждым днем все больше ревновал. Он ведь был в 2 раза старше жены. Генерал решил отослать служить Тремейна куда-то подальше, чтобы не мозолил глаз. Тем временем лорд Веллингтон издал приказ, согласно которому все англичане, желающие выяснять отношения на дуэлях, до окончания военных действий с французами будут расстреляны. Дело в том, что среди англичан стали возникать случаи дуэлей, и те вместо того, чтобы убивать врага, убивали друг друга. Это нужно было прекратить.
Между Тремейном и Амоем состоялся разговор. Старика беспокоила ревность. Какова же была его радость, когда он узнал, что Нед сохнет по Сильвии. «Ну так женись на ней», говорит Амой. «Не могу, бедный я, а Сильвия богатая». Нестыковка. Вот если бы было наоборот. В Лиссабон прибывает полковник Грант, англичанин. Его задача найти шпионскую цепь, которая сливает важную информацию французам. В целом народ и правительство Португалии настроены дружелюбно к англичанам, но есть такие, которые были бы рады французам. Грант сказал, что он подозревает графа Самовала, который очень много времени крутится у Амоя дома, общаясь с барышнями, а те, ничего не понимая, могут сливать ему какую-то информацию. Забавный для современного человека состоялся разговор между Самовалом и Грантом. Самовал говорит, что плохо, что запретили дуэли, ведь теперь нельзя за себя постоять. Грант говорит, что всегда можно ударить соперника. У португальца глаза на лоб полезли. Ударить рукой — это омерзительно. Вот такие нравы были. Генерал Амой решил дать понять графу, чтобы тот больше не приходил в его дом. И вот тут начались проблемы. Этикет того времени не позволял напрямую сказать: «Знаешь что, не ходи сюда больше». Амой вел длинный разговор, в результате которого Самовал понял о намерении генерала и очень оскорбился. Тогда в ответ он ударил по самому больному месту Амоя, сказал о слухах, которые ходят о его жене и капитане Тремейне. Тут уже не сдержался генерал и вызвал на дуэль графа. Хотел стреляться на пистолетах, но Самовал сказал, что право выбора оружия в дуэли за ним, так как он не был ее инициатором. А так как он был хорошим фехтовальщиком, то выбрал шпаги. И только потом генерал вспомнил о запрете дуэлей. Сразу же сказал, что готов извиниться перед графом. Тогда Самовал ответил, что если он извинится, то таким образом признает справедливость слухов о жене. Ловушка захлопнулась. Даже в случае победы на дуэли его должны будут расстрелять за нарушение приказа. При этом генерал осознавал, что даже секундантов не сможет найти, так как их также ожидал бы расстрел. На это Самовал предложил дуэль без секундантов. Нужно отметить, что в те времена дуэль без секундантов приравнивалась к обычному убийству. В общем, из-за своей эмоциональности генерал Амой попал. Дуэль назначили на полночь завтрашнего дня в доме Амоя. В назначенное время генерал впустил в дом графа. Самовал, более привыкший к дуэлям, был одет в черный плащ, что делало его почти невидимым ночью. Амой был в обычном алом костюме, и потому его было хорошо видно. Опытный Самовал очень быстро прижал Амоя к стене дома. Англичанин понял, что это конец. И тут случилось чудо. В окне спальни жены зажегся свет. Он ослепил стоявшего к нему лицом Самовала и одновременно осветил его. Этого было более чем достаточно, чтобы Амой нанес ему смертельный удар. Придя в себя, генерал увидел, как из окна спальни жены спустилась веревочная лестница, по которой лез Нед Тремейн. Первым желанием Амоя было сразу же убить его, лживого Иуду. Но подумал, что нужно будет как-то изощренно отомстить ему, да и жене тоже. Подумать только, то, о чем ему прямо сказал Самовал, оказалось правдой. План мести Неду созрел быстро. Он решил подставить его, обвинив в дуэли с Самовалом. Для этого он поздно ночью приказал своему подчиненному отнести важное письмо. Как только подчиненный вышел во двор, то закричал. Во дворе лежало тело Самовала, над ним стоял капитан Тремейн. Генерал приказал арестовать его за убийство Самовала. Нед не стал себя оправдывать, ведь тогда он бы раскрыл секрет о Ричарде Батлере. Леди Амой также промолчала. Она хотела было рассказать мужу обо всем, но брат ее убедил, что Неду ничего не угрожает, а его тогда расстреляют.
Именно в эту ночь Нед готовил побег Дика, потому он и оказался в спальне девушки. На следующий день к Амою зашел сам лорд Веллингтон. Среди прочего он высказал свое сожаление, что его приказ о запрете дуэлей так быстро нарушили. Уходя, лорд пообщался с Сильвией Армитидж. Оказалось, что она племянница его старого друга, и проникся к ней симпатией. Сильвия попросила лорда более внимательно отнестись к делам Ричарда и Неда. Она рассказала все, что знала об этих делах. Веллингтон пообещал, что непременно уделит свое внимание этому вопросу. В дом Амоя пришел еще и полковник Грант. Он хотел видеть лорда Веллингтона. Грант показал ему бумажник графа Самовала, найденный на столе в его доме. В нем были свидетельства шпионажа. Теперь убийство графа приобретало несколько другой оттенок. Тот, кто его убил, сделал полезное дело. Очень скоро начался суд над Недом Тремейном. Настоящий убийца Самовала был в комиссии среди других офицеров, которые должны были вынести решение по этому делу. Заседание суда проходило в доме Амоя. На нем присутствовал лорд Веллингтон, как и обещал. Суд проходил в нужном для капитана Тремейна ключе. Он взял слово. Самое важное, нужно было объяснить, какого хрена он делал в доме Амоя в полночь. Нед сказал, что он работал с документами по одному делу и назвал его. Понятно, что он это выдумал. Тогда Амой, который пытался добиться смертельного приговора для Тремейна, заявил суду, что он той ночью отослал посыльного с письмом как раз по этому делу, и что Нед не мог работать над документами из этого дела, так как с ними работал он сам. Вот и попал Нед в ловушку. Всем стало ясно, что его слова были ложью. Когда суд был готов огласить капитану Тремейну приговор, неожиданно для всех слово взяла Сильвия. Вот у кого оказались яйца. Она сказала, что капитан не мог убить графа, поскольку в полночь был с ней. Здесь следует пояснить, что для начала 19 века такое заявление от благородной девушки было сопряжено с позором до конца жизни. Она фактически обменивала свою честь на жизнь Тремейна. После такого заявления суд сразу же вынес оправдательное решение в пользу капитана. Хоть Нед и пытался объяснить суду, что это неправда, что девушка сама себя оговаривает, мужики все поняли и пожелали скорой свадьбы. Только один человек был в шоке – генерал Амой. Он так ловко сплел сеть для Неда, а тут Сильвия сделала то, чего он не мог предвидеть. Амой презирал себя, из-за своей ревности он пытался осудить на смерть невиновного человека, и все видели, с каким желанием он это делал. Генерал не мог понять, почему Сильвия так поступила. Нужно будет ей все рассказать о ее возлюбленном, кому он по ночам в спальню лазил. Состоялся разговор между Сильвией и Недом. Ох уж эти представления о чести в 19 веке. Читаешь и не веришь, что такое раньше было. Нед говорит, что не может просить руки Сильвии, потому что все будут видеть в нем человека, который воспользовался ситуацией и женился по расчету. Что он и раньше хотел просить ее руки, но не решался из-за того, что беден, в отличие от Сильвии. А теперь так точно этого никогда не сделает. Понимая его мотивы, Сильвия сама попросила Неда жениться на ней. В этот момент в комнату вошел Амой. Он с вызовом рассказал Сильвии о том, где на самом деле в ту ночь был Нед. При таких обстоятельствах Тремейн рассказал правду о Дике Батлере. Амой, конечно же, не поверил. Сильвия поверила. Зашла Юна Амой и подтвердила рассказ Неда. Ей генерал тоже не поверил. Тогда Нед попросил Юну позвать Ричарда. А его нет, он ушел, сказала Юна. Так может, его никогда и не было? С насмешкой спросил генерал. Тогда Юна предложила позвать Дворецкого, который видел, как Дик уходил из дома. Дворецкий подтвердил. Амой сразу же постарел на глазах.
Нед понял причины поступков Амоя и великодушно простил его. Ведь если бы не все это, он бы не объяснился со своей Сильвией, а так красота. Генерал Амой решил во всем признаться своему начальству, понимая, чем это ему грозит – расстрелом. Нед, Сильвия и Юна сказали, что он может на них положиться и что они будут молчать. К Амою пришел лорд Веллингтон, чтобы поговорить о военной кампании. Но прежде Амой рассказал о своих приключениях. Кстати, полчаса назад Ричард Батлер сдался в руки властей. Веллингтон оказался перед дилеммой: замять дело или нет. Амой был его старым другом. Лорд велел арестовать его, но перед арестом к Амою пришел государственный секретарь португальского совета Дон Мигель. Он, как и члены правительства, узнали о шпионаже Самовала. Дон Мигель предложил замять это дело, мол, шпиона убили и хорошо всем. Лорд Веллингтон согласился на предложение Дона Мигеля с одной оговоркой. Дело в Таворе, где начудил Ричард Батлер, полностью переходит в юрисдикцию Британии, и британские офицеры сами решат его судьбу. Дон Мигель принял это условие. Генералу Амою подфартило. Португальцы просят дело замять, Веллингтон воюет с французами, а потому нуждается в проверенных людях. В общем, фактически дело замяли под благородными предлогами. В бою Амой получил ранение и после него, по состоянию здоровья, вернулся в Англию. Вот и все. Хотел бы написать, что Нед и Сильвия жили долго и счастливо, но автор об этом ничего не упомянул. Тактику выжженной земли в дальнейшем использовал Кутузов при войне с армией Наполеона. Видимо, история в Португалии французов ничему не научила. И последняя ремарка. От чего начались все проблемы, описанные в этой книге? Правильно, из-за тупости Ричарда Батлера. А эта тупость была вызвана алкоголем. Если бы он был трезвым, ничего плохого бы не случилось.